Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это произошло в одной небольшой деревне на границе с африканским заповедником. Район был теплый, засушливый, привычный к диким животным. Иногда по ночам можно было услышать, как вдалеке рычат львы, а утром найти отпечатки лап на пыльной дороге. Но никто и представить не мог, что однажды один из этих хищников окажется прямо в центре деревни и не для нападения. Утро было обычным. Мужчины чистили колодец, женщины готовили еду, дети гоняли мяч из тряпок. Все изменилось, когда один из подростков, мальчик по имени Лембе, заметил странную фигуру, медленно приближающуюся по проселочной дороге. Он сначала подумал, что это собака или, может быть, корова. Но по мере того, как силуэт становился ближе, в нем становилось все меньше знакомого и все больше тревожного. Это был лев. Но не обычный лев. Он шел неровно, спотыкался, наклонял голову вбок. Когда люди поняли, что он не бросается, не рычит и не реагирует на крики, они подошли ближе и замерли. На голове у льва была застрявшая металлическая банка. Она плотно обхватывала его морду, будто железная ловушка. Он ничего не видел, не мог дышать свободно, не мог есть и пить. Он был истощен, обезвожен и абсолютно беззащитен. Он вышел к людям. Сам. Деревенские собрались на расстоянии. Кто-то предлагал позвонить в службу охраны, кто-то оставить его в покое, кто-то уже приготовился к худшему. Но один мужчина по имени Тумани вышел вперед. Он не был ветеринаром, не был зоологом. Просто фермер. Он не знал, что делать правильно. Он просто не мог смотреть, как огромное, гордое существо медленно умирает буквально у них на глазах. Он подошел. Осторожно. Медленно. Лев не двигался. Он, казалось, чувствовал, что рядом не враг. Тумани говорил с ним вслух, тихо, спокойно. Поднял руку, дотронулся до банки. Лев вздрогнул, но не отпрянул. И тогда Тумани, схватив простую мотыгу и полотенце, обмотал металл и с усилием начал снимать банку. Ему помогали еще трое. Все заняло чуть больше минуты, но казалось вечностью. Когда банка соскочила, лев отшатнулся, закашлялся, вдохнул так глубоко, что грудная клетка дрогнула. Он посмотрел в сторону людей. Не зарычал, не убежал сразу, просто посмотрел, а потом, покачиваясь, медленно пошел прочь, обратно в сторону леса. Через пару секунд исчез за деревьями, оставив только следы и глухую тишину. История разлетелась быстро. Кто-то из местных снял видео на телефон, выложил в соцсети. Ее подхватили новостные каналы, потом зоозащитники, потом весь мир. Люди писали, что не верят. Лев сам пришел за помощью, это невозможно. А другие говорили, он знал, он чувствовал. У него не осталось шансов, только мы. С тех пор прошло 2 года. Тумани продолжает жить в той же деревне. Он не стал знаменитостью, не дает интервью, просто ухаживает за своей землей, кормит коз и иногда смотрит в ту самую сторону, откуда однажды появился лев с банкой на голове. Он не знает, выжил ли тот зверь. Может быть, умер, а может быть, живет где-то в джунглях и больше никогда не приблизится к людям. Но то утро он запомнил навсегда, потому что в тот день все перевернулось. Хищник пришел не чтобы напасть, а чтобы довериться. И это, как говорит Тумани, было самым сильным взглядом, который он когда-либо встречал. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.